Продолжим нашу работу. Вроде бы мы уже много работали и столько времени затратили, но если посмотреть, то осталось еще работы много и много. А особенно если мы посмотрим на мелкие детали, которые тоже нужно делать. И давайте мы сегодня как раз вот этими мелкими деталями и займемся. Первое, что мы сделаем вот эти столбики. Видите, здесь их столбиков стоит 6 с этой стороны. Ну и поперек они стоят, эти столбики, с той стороны. Такие же столбики, вот они стоят, по 3 штучки здесь. Много их. То есть давайте мы его сделаем. Сделаем мы его в качестве компонента, а потом их расставим, да, так на то место, где они должны быть. Можно сделать так, как мы делали, например, колонну. Мы сразу наметили здесь компонент и потом делали отдельно, а он здесь вырастал. Ну, давайте сегодня посмотрим по-другому, как это можно сделать. Это точно так же. Я предварительно измерил все размеры, и теперь осталось только сделать. Первое, что мы делаем, делаем столбик. Значит, это будет у нас, этот столбик имеет размер 750 миллиметров квадратик на 750 миллиметров. Так, 750 на 750 и на 750. Дальше его нужно вытащить на 900 миллиметров. Вытягиваем на 900. Затем его нужно сделать смещение на 50 миллиметров наружу. Затем вытянуть вот эту боковую часть, что у нас получилось, вот эту вот, на 200 миллиметров. Раз, и внутреннюю тоже. Вот так выровняли. Потом еще на 200 миллиметров. Вот таким вот образом. Затем посерединке надо начертить фигуру такую, шарик. Но он высотой должен быть у нас 630 миллиметров. И теперь давайте подумаем, как мы это сделаем. Ну, сначала давайте найдем серединку. Здесь. И со серединки восстановим перпендикуляр 630 миллиметров. 630. Вот так. Теперь я сделаю вот таким вот образом. Тоже 630. Так. Что-то у меня не 630 получился. Вот отсюда 600, по синей оси 630. И соединяем то, что получилось. Для чего я именно так сделал, а не как-то по-другому? Ну, все дело в том, что здесь нужно такую вычертить фигуру, а мне удобнее это будет делать, когда пластинка готова есть, на чем можно рисовать. Дальше нам надо изобразить окружность. Вот этот шарик. И дальше давайте посмотрим, как он будет смотреться. Ну, наверное, размером его нужно сделать поменьше, да? Поменьше. Отменим эту команду и изобразим другой шарик. Вот такой. Теперь посмотрим. Ну, теперь, наверное, нормально. И далее от этого шарика должна идти вот такая вот штука. Подставочка. Ну, вот так. Вот так. И теперь нужно удалить лишнее. Так. И лишнее еще вот это вот. И вот этот маленький кусочек. Теперь мы сделаем фигуру вращения. Вот так. И укажем траекторию. Дальше возьмем инструмент Follow Me, следуй за мной, и щелкнем вот по этому сечению.
И вот у нас получилось. Вот такая фигурка получилась. Ну что, давайте теперь его сделаем компонентом. Ну, вот этот компонент поставим сюда в склад вообще компонентов. И теперь скопируем и поставим сюда, на то место, где он должен стоять. Раз. Потом такой же должен стоять вот здесь. Я опять беру копировать. Вот сюда и в противоположный угол. Дальше вот сюда надо поставить его. Здесь их получается 3 стоит. Ну, сейчас попробуем их расставить. И посмотреть, что из этого получается. Раз. Следующий должен стоять. Давайте посмотрим, как он стоит. Вот здесь удобнее всего посмотреть. Он ровненько стоит над колонной, и этот стоит над колонной. Значит, нам надо каким-то образом найти серединки. Ну, я полагаю, сделаем это так. Вот тут до серединки провели. Так, теперь. А здесь сделаем вот таким вот образом. Вот до серединки и дальше до серединки. Ну, здесь отсюда и до серединки тоже. Так, не так. Оно у меня нарисовалось на поверхности. А мне нужно, например, нарисовать это внутри. Вот так, да. Ну, все, собственно, есть. Теперь давайте их расставим, посмотрим, как это все выглядит. Опять выделяем. Нажимаю Ctrl, копировать. Беру за серединку, среднюю точку. И щелкаю вот здесь, посерединке, 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 посерединке. И здесь мы его за угол берем и ставим в углу. Вот так. Теперь давайте оценим то, что у нас вышло. Ну, что? Смотрим. Вот они стоят ровненько по колоннам. Это можем убрать. Ровненько по колоннам, так как так, давайте мы его вот это поднимем выше, да, чтобы мы видели сразу, не вращая. Вот, чтобы было видно. Так, смотрите, да, все хорошо, все красиво стоит, так как и должно быть, да. Ну, точно так же нам надо поставить где? Вот видите, здесь по углам. Потом там надо нам поставить, чтобы их было 3 штуки, да? 3 штуки. Для этого вот здесь колонна, посередине идет окошко. И здесь колонна посередине окошка. Значит, ну тоже надо нам размерить. И вот так мы отмерим. Так, до центра нам надо до посередине окошка. Поэтому мы до окошка проведем и до следующего. Так, а теперь посмотрим расстояние 1900 пополам, это будет 950. Так, и здесь до окошка, и отсюда 950. 950. То есть мы место им нашли, где должны стоять. Теперь их скопируем. Выделяем, копируем за точку и сюда, за точку и сюда. Вот сюда. Вот так. Теперь смотрим то, что у нас получилось, как это выглядит. Ну, посмотреть мы можем только
вот там. Ну, так оно и должно быть, да? Все хорошо. Теперь еще хорошо, да не все, да? У нас еще есть вот здесь с боковой стороны. С боковой стороны. Ну, здесь тоже посерединке стоит и посерединке тоже. Значит, нам надо найти серединки. А для этого мы что? Отсюда до сюда измерим 950, отмеряем. Отсюда тоже 950 отмеряем. И теперь нам осталось что сделать? Скопировать и поставить сюда. Выделяем, копируем и ставим раз, и далее ставим 2. Теперь смотрим, как получилось. Ну, вот так и получилось, как должно быть. Все. Так, дальше. Вот здесь эта часть все готова. Не хватает с обратной стороны, да? И здесь, с этой стороны, тоже не хватает. Ну, я полагаю, давайте мы с вами что, сразу и расставим, да, чтобы оно стояло со всех сторон. У нас уже размер есть. Отмеряем 950. И отсюда отмеряем тоже 950. Так, и копируем. Выбираем верхний, копируем и переставляем. Переставляем. Ну, вот так. Я плохо взял, поэтому поправлю. Надо взять за серединку. Вот она. Middle point. Потом опять нажимаю Ctrl. Переставляю сюда. А теперь за уголок и ставлю вот сюда. Так, есть. Эти оси нам не нужны. Давайте повернем. И расставим с этой стороны точно так же. Отмеряем 950 здесь и 950 с этой стороны. Так, и копируем. Выбираем, копируем, Ctrl нажимаем. За точку центральную ставим сюда. И заточку ставим сюда. Так, теперь копируем за уголок и ставим сюда. Все хорошо. Лишние оси убираем. Опять поворачиваем. Поворачиваем. И у нас осталось здесь, с этой стороны поставить. Тоже центр 950. И отсюда 950. Ставим, копируем, переносим, ставим сюда, ставим сюда. Убираем оси. Дальше. С левой стороны опять отмеряем 950. Дальше отмеряем 950. Опять же выбираем, копируем, нажимаю Ctrl и сюда, и сюда. Так, и осталась у нас часть центральная. Центральная. Значит, мы здесь, во-первых, выделяем и копируем. За уголок и сюда, за этот же угол, за противоположный уголок и в противоположную сторону. Отлично. Теперь надо поставить вот эти. Ну, можно, как, опять делать так, как мы делали, да, вот здесь вымеряли, да, это все. А можно сделать и по-другому, мне кажется, так будет проще. Вот я раз проведу, видите, так, ось, до центра и до центра. А теперь остается только что выбрать
копировать за серединку и поставить сюда, потом сюда, сюда и сюда. Лишние оси убираем и поворачиваем. Ну вот, видите, как из-за одной небольшой детали изменился наш вид. Возможно, стоят вот эти элементы вот здесь, да, вот здесь. Но по этим фотографиям я такого вывода однозначного сделать не могу. Поэтому оставим это на потом. Когда я подберу фотографию какую подходящую, чтобы было видно и понятно, есть ли это или нет. Ну, кстати, можем глянуть вот здесь. Здесь. Ну, здесь этого не видно, да, чтобы такие элементы были. Ну, значит нет. Значит нет. Так, теперь закончим с этими элементами. Как вы видите, вот здесь у нас посерединке стоят такие элементы отдельные. Ну, мы их пока оставим, а займемся вот этими элементами, которые есть здесь. И они, видите, стоят с обоих сторон. Они, кстати, по ширине, видите, по толщине толстые. Чуть тоньше этого. Значит, тут у нас было 750, то это будет 500, да, у нас. Такой толщины. И плюс они, что, имеют такие вот выступы разные. Здесь они стоят в одну линию, а здесь они стоят под углом, да. То есть мы вот эти элементы здесь на центральной части сделаем сейчас тоже. Значит, этот элемент, я его уже тоже измерил. И давайте мы его сделаем в виде компонента. Длину составляет 700 миллиметров. Толщину, как мы выяснили, 500. Дальше 700. И опять 500. Значит, вытягиваем мы вверх. Вверх на высоту 950 миллиметров. Вот он, собственно, и готов. Только теперь осталось здесь у нас убрать лишнее, убрать лишнее. Ну, чтобы убрать лишнее, я немножко размечу. Сверху 150, снизу 250. И смотрите, здесь должно быть 250. Вот так должно идти 200. Потом 150 вверх. Так, здесь у нас должно идти 250, отсюда отходить. И должно идти так, вот здесь, на 150 миллиметров вниз. Потом дальше ступеньки по 50. Значит, 50 так, 50 вниз. Вот так. Здесь 50. 50 вверх, 50, 50 вверх, опять 50, 50 вверх, еще раз 50, 50 вверх, еще раз 50, 50 вверх, 50 и соединяем. Затем берем, выдавливаем вот эту часть полностью. Стираем то, что нам лишнее. И делаем из этого компонент. Правой клавишей Create. И вот у нас компонент. Добавляем его на наш склад компонентов. Вот сюда. И дальше переносим. И давайте мы один перенесем, поставим и посмотрим, что у нас из него получается. Ну, вначале так, давайте его поставим, а потом там выровняем. Так, значит, мы его должны поставить, и не просто поставить, а так вот бочком повернуть. И поставить его так, чтобы он у нас... Неудобно, да, его ставить.
Ну, видите, сейчас мы придумаем, как это сделать. Ну, первый мы его вот так перенесем вверх. И вообще непонятно, да, как его поставить. А теперь давайте мы хитрость придумаем. Смотрите, у нас вот это 750, да? Вот у нас раз, 750. Торчит на вот это все у нас на 50, да? На 50. Поэтому мы сейчас, вот чтобы было видно, я скопирую этот компонент сюда и будем думать. Раз 750, а у этого 500 ширина, разница получается вот так. Разница у него получается 125 миллиметров, да, нужно. Надо, чтобы он туда зашел на 125 и в глубину зашел на 50. То есть, вы смотрите, вот так я делаю. 50. Раз. Значит, дальше. Вот в этом месте рисую палочку. 125 миллиметров. Затем убираю эту ось и закрываю компонент. Значит, у нас компонент получился, имеет вот такую палочку. Значит, когда мы все компоненты расставим, мы потом можем ее выделить и палочку убрать. Хотя ее вообще даже видно не будет. Да, и этой палочкой мы должны вот за эту точку переносить и ставить. То есть, смотрите, вот я беру палочку эту и переношу, щелкаю так. И вот смотрите, вот он у меня ровненько туда влез, как положено, 900 миллиметров. Сдвинулся с одной и так, нехорошо. Значит, мы посчитали, да, давайте посчитаем еще лучше. 750. У этого сколько? 500. 750 минус 500, 250 пополам 125. А вот смотрите, раз сюда выделено, то есть наша палочка должна быть сколько? 125 и еще добавить 50, 175 миллиметров, чтобы мы целились за эту точку. Так. Ну, давайте исправим теперь, да, то, что мы не досчитали. Так, выделим. Значит, итого у нас эта палочка должна быть еще 50. Ну, нарисуем еще 50. Вот так. Теперь закроем компонент и смотрим сюда. Тут она должна торчать. Ну да, торчит. И перенести. Берем вот за эту точку и ставим сюда. И теперь смотрим, ровно ли все сходится. Ну, теперь должно быть у нас вот это расстояние одинаковое, да? С одной стороны, с другой. Так. И посмотрите, сверху хорошо, а снизу у нас есть разница, да? Так, разница это сколько? 130 миллиметров. Тогда мы эту разницу устраним. Так, прямо здесь. Мы ее выделим, компонент. Вот так. И щелкнем вот здесь. Так. И теперь разница 0. Да, получается. А здесь она все красиво сходится, да? Замечательно. Так, ну что, стоит, да? И давайте теперь посмотрим, так ли она выглядит или не так, да? Ну, похоже, что так, да? Похоже, что так. Ну, и если я правильно вижу, здесь еще посерединке как бы такая вмятинка есть, да? Да, мы такую вмятинку тоже можем сделать. И сделать ее очень просто. Выделил смещение. И смещение, ну, здесь 100 миллиметров. Вот что у нас получилось.
Теперь мы лишнее поправим. Вот это уберем лишнее. А здесь изобразим вот так. И лишнее постираем. И дальше вдавим на 20 миллиметров. Вот так. Ну, теперь, наверное, уже будет все. Да? Вот так и получилось. Да. Так она или она больше? Но очевидно, что она больше, да? Больше и вверх, и вниз. Ну, давайте уже ее поправим, да, чтобы она была так, как должна быть. Мы это можем сделать таким вот образом. Теперь, ну, расширим это, да? Для этого возьмем, мы сначала закроем это все, сотрем эту линию, расширим на вот так, на 40 миллиметров. Так, теперь выберем серединку, нажимаю Delete. И видите, вот у меня выемка это получилась обратно. Теперь нажимаю и щелкаю здесь, а лишнее сотрем. Вот так можно редактировать, да, компоненты по месту. Ну, посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, теперь, наверное, так оно должно и выглядеть, да? Хорошо. Теперь, ну, теперь осталась уже рутинная работа. Я даже все не буду ставить, я просто покажу, как это теперь делать. Как это делать, чтобы это было быстро. Выделяем. И сначала мы ставим левые компоненты. Левые переносим, потому что у нас есть мерка, за что ставить. Вот за эту точку. Так, я за нее взялся. Да, за нее. И щелкаю вот здесь. И даже не задумываясь. У нас вот дальше здесь левой нету. Левая только есть еще здесь. И опять за эту точку. И левая, левая. И здесь будет. Так, щелкаю здесь. И щелкаю вот здесь. Вот так. А здесь левой нету. Здесь есть только правая. Теперь, кстати, нам, наверное, надо такую же палочку нарисовать и с правой стороны, потому что сейчас мы левые части поставили, а теперь нам надо сделать часть правую, да? И правую мы сейчас будем поворачивать задом наперед, поэтому давайте сейчас сразу. И мы нарисуем такую палочку, 125 плюс 50, 175, это будет вот тут. Так, дальше 175. Ну, это центральная часть, нам она, собственно, не видна будет, но на всякий случай уберем. И теперь повернем по зеленой оси, вот так, и повернем мы на 180, Enter. Набрали. Так, набрал, все. Теперь у нас есть и такой элемент повернутый. Опять его переношу, беру вот за эту палочку, да, у нас она есть теперь с двух сторон, и щелкаю вот здесь, в этой точке. Вот так получилось. Теперь нажимаю Ctrl за эту точку и ее переношу сюда. И вот так щелкаем, да? Ага, да, у нас с обратной стороны-то нету такой выемки, правильно? Значит, ну что, за 5 возвращаемся сюда, редактируем точно так смещение. Мы делали на 100, да, первоначально. Мы сейчас сразу его сделаем. Вот это уберем. Нарисуем здесь. Уберем вот эти лишние.
И смещаем еще на 40. 40. И вдавливаем на 20. Все, готово. То же самое. Видите, с компонентом как удобно работать. Да, сразу все везде поменялось, и голова не болит, что мы что-то забыли. Так, ну теперь остается нам что? Опять выбрать вот этот элемент, выделить вот эту точечку и перенести его и поставить вот сюда, да, в это место. Потом опять его взять за эту точечку и поставить его вот сюда, в это место. В это место. И далее остается что? Далее остается нам его опять повернуть. Нам надо сюда. Значит, мы его что сделаем? Опять его скопируем. Перенесем вот сюда в сторону. Дальше применим инструмент повернуть. Вот он, инструмент повернуть. Так, не сюда, по синей нам надо повернуть. Вот так. Так, вокруг синей оси, но на 90 градусов. И опять мы его берем вот за эту точечку, переносим и щелкаем вот сюда. И видите, как он у нас красиво становится, да? Так, замечательно, да, компонент со всех сторон, да, с одной, с другой стороны, все красиво. И теперь еще осталось нам сделать, что сюда поставить. Ну, сюда поворачивать, наверное, не надо, да, его, а просто мы можем что? Выделить, взять и его скопировать. И переносим его сюда. Ну, я не прицелился хорошо. Я прицелюсь теперь и за эту точечку. Теперь давайте уже мы посмотрим то, что у нас получилось. То, что у нас получился, какой итоговый результат. Ну что, собственно говоря, ну замечательно получилось, да? Замечательно все получилось. Это мы уберем. Так, как следовало ожидать. И смотрите, сколько времени это у нас заняло. Ну, давайте мы сегодня еще сделаем один элемент. Это колонну здесь. Колонну я имею в виду вот эту. Да, вот эта колонна. Значит, обратите внимание, что она внешне выглядит точно так, как правая, да, колонна, абсолютно. Но конструкция будет другая. То есть мы не можем взять эту колонну и поставить сюда. Значит, нам придется ее сделать отдельно. Но где она должна быть? Во-первых, для этого она должна быть где? Посерединке, вот между этими окнами. Срединка это будет 950 миллиметров. Нашли. Ну и надо, тут же выступ у нас, да? Значит, мы нарисуем по оси. Так. И так, по синей. Это сотрем. И вот, у нас есть, видите, линия, как раз, которая определяет место центра колонны по этой оси. Значит, сама колонна внизу имеет основание 1300 миллиметров. Поэтому, что я делаю? По 650 здесь и 650 здесь. Дальше рисуем линии. Вот здесь и здесь. Так. И, может быть, есть смысл ее сделать как компонент, да? Мы ее место нашли, где она должна стоять. И давайте мы сделаем компонентом ее. Значит, нарисуем. Вот здесь будем рисовать. Значит, 1300. Толщина будет у нас 50.
Так, 1300. Итак, еще сделаем сюда 50. Затем вытягиваем ее на 350 миллиметров. Так, это вот тут нижняя, вот она сюда помещается. Дальше, дальше мы делаем так. С правой стороны отмечаем 50 миллиметров. 50. И с левой тоже. Отмечаем 50. Так, значит, здесь будет начало, да? И чертим здесь. И чертим здесь. В высоту она должна быть 8000 миллиметров. 8000 миллиметров. Но, чтобы не ошибиться, точно ли 8000 миллиметров, то мы поступим таким образом. Мы уже сейчас делаем компонент. Создали его. Теперь его скопируем и поставим туда, куда нам надо. И там будем на месте смотреть, правильно мы делаем или неправильно. Так, теперь выбираем наш компонент. И дальше вытянем центральную часть. Так, центральную нам надо вытянуть часть на 8000 миллиметров. Так, вот здесь внизу вот эта часть, это у нас она выступает здесь, а та должна быть дальше, заходить на 50 миллиметров. Поэтому мы ее так сделаем. Отрисуем сзади. Так, и далее вытянем вот это на 50. О, видите, она отлично туда подходит. Но нам надо бы вдавить вот эту часть так туда же, назад на 50. Но если мы на 50, ну давайте попробуем на 50 мы ее вдавим. 50. Сейчас это вот так получится, да? Вот видите, вот как она здесь выглядит. Ну, нормально, да, как следовало ожидать. Мы не можем ее сделать так, как сделана вот эта правая. Да, она совсем по-другому, и у нее угол больше выступает. Поэтому мы делаем эту по-другому. Хорошо, вот это сразу мы можем убрать, оно нам лишнее. И правая сторона, да, посмотрим давайте вверх, поверху, как она у нас. 8000. Ну, поверху она нам явно за много, да? Так, сейчас мы измерим здесь. А сколько нам вообще-то нужно? И 4000,057. 4060, да? 4060. Значит, мы ее сейчас выделим и сократим. На 4000. Теперь давайте посмотрим. Ага, маловато. И на 60 там, вот так, 70, да, получается, миллиметров поднимем. Замечательно. Здесь смотрите, вот правая часть у нас должна быть вертикальная, точно так же, как здесь. А левая под наклоном. И чтобы наклон получался такой, как здесь, то сверху здесь ширина должна быть 800 миллиметров. Я эти 800 отмеряю и проведу линию. Вот от этого уголка и доверху. Теперь это уберу, а это
выдавлю. Вот так. Теперь закрою. Смотрим, что у нас получилось. Точно так или по-другому? Нет, абсолютно так, как нам требовалось, да? Так, как нам требовалось. Замечательно. И выступать она должна так, как выступают вот эти колонны. Вот она так и выступает, да? Хорошо. Замечательно вышло. Вот она, да, все так и есть, да, как должно быть. Все, вот эту колонну опять же мы перенесем сюда, на склад наших элементов. Ну и давайте мы с вами еще сделаем один элемент. Мы уже много времени сегодня потратили, но еще чуть-чуть и сделаем вот что. Я хочу сделать трубы. Их делать, ну, не так быстро, но мы хотим, ну, будете, посмотрите, что это будет выглядеть хорошо. Так, ну, чтобы сделать трубы, я хотел сделать здесь потолок, да, потолок. И мне, чтобы это сделать, мешает вот эти угловые. Ну, чтобы закрыть, то можно было сделать что? Ну, например, вот так. Так, видите, она не хочет закрываться, потому что мешают вот эти угловые стойки. Придется их отодвинуть на время. Эту так. И эту тоже так. А теперь мы сделаем вот так. И почему-то закрываться не хочет, да? Хорошо, не хочет он закрываться так. Тогда мы пойдем другим путем. Мы сюда, вот вниз, 100 миллиметров нарисуем. Проведем линию от этого угла и до противоположного. Поверну, опять беру карандаш, и он уже привязан с левой стороны. Вот так. И теперь вытяну. Так. И что-то мне он вытягиваться не хочет, да? А почему? Потому что это у нас компонент, да? Вот поэтому вся была и беда. То может быть он у нас вот так сделается. Вот, все и сделалось. Хорошо. Вот иногда можно и забыть, что у нас компонент, а что не компонент. Но беды в этом, как вы видите, никакой нету, да? Можно вообще-то было бы компонент и разрушить. Он нам не нужен, да, чтобы был сейчас компонент. Но можно сделать так, как и я сделал. Сейчас вернем на место все, чтобы не забыть. И теперь подумаем. Значит, труб у нас всего здесь получается. Ну вот я вижу и здесь 4, да? 4 трубы. И они расположены. И вот здесь, если мы посмотрим, вот они, 2 по краям и вот 2 здесь по центру. Вот там тоже, наверное, с той стороны труба, да? Но, опять же, когда мы будем другие фотографии смотреть, да, то мы их поставим еще. Проблемы нет. Мы трубу сделаем в виде компонента. И мы поставим, они, видите, идут так, как вот центральные вот эти колонны, да, вот тут идут 2 трубы, ну, а 2 еще, то здесь и ближе, да, 2 и ближе. Мы сделаем сначала трубу, а потом будем ее ставить и выравнивать. Значит, я трубу уже померил, и она получается, представляет собой квадратик 800 на 800 миллиметров. Дальше высота ее
800, и еще будет там 3000. Значит, и возьмем ее так, 2800. 2800. Мы всегда потом ее снизу можем укоротить столько, сколько нам нужно будет. А дальше очень просто. Смотрите, здесь смещение внутрь 20. Дальше центральную часть вытянуть на 50. Так, дальше опять смещение 20. Центральную часть вытащить на 250. Дальше смещение наружу на 50. Наружу на 50. Теперь вытащить это на 50. И это дальше на 50 тоже. Опять смещение 50. И это вытащить еще на 50. На 50. И дальше смещение на 100. И эту центральную часть на 3000 вниз. Вот так. Вот и получилась наша труба. Как вы видите, это очень просто. Гораздо больше времени требовалось уточнить ее размеры. Делаю компонент, create. И дальше, точно так же копирую ее и ставлю. Ставить их можно, наверное, за серединочку. А для того, чтобы точно они стояли, то нам надо что? Значит, смотрим отсюда до сюда у нас 9200, половину будет 4600. Так, и здесь нам надо, чтобы по этим шли колоннам. То есть у нас здесь есть элемент, за который мы можем зацепиться. Значит, мы его зацепимся вот так. Так, и вот за эту. Потом отсюда за эту. Две есть, а вот те, давайте их пока предварительно поставим по центру. Потом, когда мы это дело все уточним, то сдвинем, если это будет необходимо, по центру. И сместим ближние трубы сюда на 1500. Вот так. То есть, значит, мы ставим первую трубу, надо ее нам выше, берем за серединку и ставим вот так. Видите, так, потом сюда и двигаем строго по оси, вот так, да. Так, не сюда, да, ее надо было поставить нам, что вот здесь, да, вот точно так же. И вот дальше, вот так, вот так, и теперь копируем сюда и копируем сюда. И эту переносим, эту, так, вот эту выделяем и переносим ее вот сюда. Теперь нам надо выровнять их. И выровнять ее надо как? Видите, она не по центру стоит. И мы сдвигаем ее строго по оси. Теперь вот эту выделяем, сдвигаем строго по оси. И дальше эту выделяем и сдвигаем строго по оси. Вот это у нас уже сдвинуто, все нормально. Эти трубы стоят ниже, а эти выше. Да, насколько нам пока неизвестно, но чтобы было нам понятно, то есть чтобы мы не забыли, да, что нам нужно сделать, мы возьмем вот эту немножко строго по синей оси. Так, и вот вниз на 500 миллиметров. Это предварительно. Мы всегда можем потом, когда мы сделаем крышу, поднять, опустить столько, сколько нам надо. Строго по синей оси 500.
миллиметров. Так, теперь вот эти оси, что мы строили, можем убрать и полюбоваться сегодняшней работой. Ну вот смотрите, мы настроили очень много, да, сегодня. Очень много. И, к сожалению, и осталось еще очень много, да, еще очень много. Нам еще вот эту фигурную часть вот здесь надо сделать, потом вот эту одну сделать и потом их расставить вот так. Окна сделать на втором этаже, крышу саму и потом вот эти украшения, которые идут здесь между колоннами. Они тоже требуют времени. Но я думаю, что еще раза два, не считая этого, и мы с вами полностью завершим нашу работу. Ну, а на сегодня это будет